Вы можете спорить, но именно бицепс является главным мерилом спортивной силы. Именно вокруг этих подъемов кипят самые жаркие споры. Вот, например, легендарный Кали Массел забросил 13 раз на бицепс внушительные 142 килограмма. Али Прист заявил, что все это лажа, а не подъем на бицепс. Что уж говорить о 180 килограммах от Брэда Касселберри, которого уже давно записали в главного фейкового чемпиона звездно-полосатого королевства. Спортфаза нас уверяет, что поднять такой вес на бицепс нереально, и что американец использует фейковые блины. Но нам кажется, что здесь все гораздо сложнее. И в принципе, если овладеть этой техникой, поднять на бицепс можно и такой внушительный вес. Самое главное – найти правильного человека. И мы нашли того бесстрашного героя, который готов бросить вызов всем, и гравитации, и здравому смыслу. Знакомьтесь, МСМК по пауэрлифтингу Низами Тагиев. Но одним испытанием мы сегодня не ограничимся и вместе с вами заглянем в Йошкар-Олу. Специально для железного рейтинга. Гантель 75 килограмм. И также побываем в подмосковном Зеленограде. Тянул у меня 140 на 2, когда весил на 3 килограмма меньше. Но главная цель всех этих историй – разобраться во всем многообразии рекордов в подъеме на бицепс, чтобы раз и навсегда понять, что есть искусственный фейк, что обычная глупость, а что реальная сила. Ну а чтобы рекордов в вашей спортивной карьере было побольше, бренд спортивного питания Фитерекс представляет вам природный стероидный препарат Экдистерон 100 с уникальным содержанием действующего вещества – экстракта левзии в 100 мг на капсулу. Подумайте, 4 капсулы в день и не будет вам равных. Купить Экдистерон вы можете прямо сейчас по ссылке в описании к этому видео. Ну, сейчас мы попробуем просто, для того, чтобы контрольную точку какую-то поставить, поднять более-менее ровно, нормально, без читинга, максимальный вес. Вот. А потом уже от этого отталкиваясь, попробуем посмотреть, какая будет разница у нас в подъеме с читингом. Чуть-чуть все-таки побаливают связочки, которые, видимо, не отошли. Попробуй больше. Да, попробуем. Сколько? Все равно попробуем. Что, 105, 110? Давай 105, чтобы не жадничать. Как раз повесим в замочке. Не, должно удержать. Во, нормально. Удерживай спокойно. В фитнес-клуб «Зебра» к Низами Тагиеву мы заглянули не случайно. Ведь что-что, а на бицепс этот парень поднимать умеет. Хотя его основная специализация – это пауэрлифтинг. У меня всегда был базовый вид спорта, как пауэрлифтинг. Вот, но я всегда любил пробовать себя в других видах спорта. Я подружился с двумя ребятами, которые занимаются активно армрестлингом. Они сказали, ну давай попробуем поподнимать, строгий подъем у стены. Вот, но перед строгим подъемом меня заинтересовали подъем с колен. И тут же я решил как раз поучаствовать в конкурсе железного рейтинга, вот, на подъем на бицепс с колен. В последнее время Низами все чаще и чаще выкладывает видео своих подъемов на бицепс. И поэтому предложение железного рейтинга проверить, насколько реален рекорд Брэда Касселберри, он принял не раздумывая. Хотя то, что вытворяет американец, его немного удивило. Честно, естественно, наверное, первая мысль проскочила, что сильный читинг, то есть, скажем так, подъем на бицепс это тяжело назвать. Но с другой стороны, именно техника Брэда и является ключом к разгадке его рекордов. Все-таки поднимать 180, когда все поднимают максимум 100, это фантастика. И поэтому нам пора разобраться в этом вопросе. И начнем мы наш эксперимент с базового подъема на штанге 105 килограммов.
Первый раз он читинганул прямо конкретно, корпусом, прям начал корпусом. Но потом, видимо, я не знаю, у него то ли сила собралась, то ли, может, нервная система уже отреагировала на то, что у него большой вес в руках. И дальше он уже поднимал достаточно чисто и четко. Второй, как я заметил. Да, второй. Второй очень хороший раз был. Ну и третий, в принципе, тоже такой же был фактически. Ну что же, точка отсчета у нас есть. 105 килограммов, более-менее чисто на 3 повторения. Теперь самое время переходить к рекорду Каслберри. 180 килограммов. Согласитесь, ведь это чертовски интересно, сможет или нет Низами повторить результат американского атлета и увеличить свой рекорд почти в 2 раза. Или там реально все дело в фейковых блинах? Самое главное, чтобы без травм. Но на этом захватывающие истории у нас сегодня не заканчиваются. И впереди нас ждет еще один безумный вызов гравитации. Я давно армейским жимом не занимался, это тоже моя специализация, у меня же пауэрспорт основное. Вот я немножко подзабросил, пока бицепсом занимался. Вот сейчас посмотрим, пройдусь. Как раз сегодня плановая тяжелая тренировка. Накрыло сверху, хорошо, меня кислорода не хватило. Прям уже начал отключаться, прям словил приход. Поднял и все. Капец, все это неприятно. Это было, на самом деле, не очень тяжело поднимать, но накрыло меня так, что мне стрёмно. Но я повешу больше. Ну, я думаю, можно попробовать 115. А какой у тебя вообще лучший результат? Если брать чисто армейский жим, когда ты стоишь на ногах, а не на скамейке сидишь, тогда 100 килограмм. Мне удалось на соревнованиях зафиксировать, то есть это с паузой, с командой и с фиксацией наверху. 100 килограмм. В Петербурге это в прошлом году было. А на тренировке 110 на 2 у меня было лучшее, вот сидя вот так вот, как сейчас. Сегодня будем 112 пробовать. Может, получится. Юля у нас тянет становую сумо. Это ее основной профиль тоже. У нее же троеборье. Сегодня 140 на 4 должно быть. Я не знаю, пойдет, не пойдет, но она должна. Спина жесткая, нормально вроде опустила. Олег Сокович – частый гость железного рейтинга. Он был главным героем всех наших последних выпусков о строгом подъеме на бицепс. Но сегодня качать бицепс Олег, похоже, не планирует. Хотя не факт. Неправильный гриф. Я же готовился к соревнованиям и до сих пор готовлюсь. Вот и мне нужен был нормальный гриф, чтобы он всегда у меня постоянно был. Купил, и оказалось, что это не тот. То есть можно сразу видеть, да? Вот я ставлю в руку, и он не сбалансирован. То есть он даже потрясывается. Я поднимаю, и он неустойчиво держится. Он должен устойчиво держаться во время всего подъема. Вот такой не подойдет. И придется его, конечно, куда-то потом деть. Разговор с Олегом о железе и рекордах мы продолжили у него дома, в небольшой студии в одной из новостроек Зеленограда. Ну, вообще, наверное, месяца 4 мы здесь. То есть мы только сделали первый ремонт какой-то. Вот и сразу сюда переметнулись. Чтобы не снимать, чтобы никого не напрягать. Вот в своем доме. Ты мясо-то положи туда. Сейчас я вначале макарон, потом мясо. Так, а то она сама разберется, она тут хозяйка. Что такое? Сидит тут, король какой-то, да? Тоже готовить умеет, он просто ленится. Он вкусно готовит. Что нужно Олегу для побед, Юля знает не понаслышке, так как сама занимается пауэрлифтингом. И все награды, что сейчас стоят в их новой квартире, именно ее. Серебряный за пауэрлифтинг в абсолютке и золотой за становую тягу. Но сегодня ритм их совместной жизни выстроен под главную цель Олега –
на есть новые килограммы для новых рекордов. Короче говоря, у меня всегда были проблемы с набором веса. У меня такой вес примерно 75-77. И вот он держится и ни туда, ни сюда. Результаты тоже встали. Вот, и передо мной задача как-то повысить свои силовые. Вот, как это можно сделать только набором веса. Если подразумевается натуральный тренинг, только набором веса. И сейчас мне приходится отъедаться. Вот, с утра было 82 килограмма. Грязно. Покажи. Да, грязно. Че? Ну? Ну, грязновато, вон оно, все равно, видно же, что уже наросло. Олег на массе все равно эстетичнее выглядит, чем некоторые. У меня не получается совсем прямо, чтобы оно заплывало. Пока что не получается, но я стараюсь. Постараться Олегу придется и с жимом. Сейчас на штанге 115 килограммов, а 110 он пожал все-таки на грани. Приходнул еще жестче. Сейчас я вообще не понимал, что происходит. Опускать уже невозможно. Как бы ты пожать можешь, тебя накрывать, ты уже не понимаешь. Координацию теряешь, то ли тебе сюда опускать, то ли сюда опускать. Уже не чувствуешь, как бы пропадает вот это вот осознание пространства. Накрыло просто жестко. Ну вот, прожал, в принципе, что. Больше точно не буду делать. Все, хватит. Свой план на тренировку Олег выполнил. Посмотрим, получится ли это сделать у Юли. Очень больно выглядело. Да, грудной отдел у тебя не выдержал. Явно. По силам, как бы, ты, может, на 6 раз бы сделал вот с таким горбом, блин. Да, техника, конечно. Исправляли, к тому же самому мы пришли. Ну, на максимальных весах, видишь. Ты же не можешь работать максимум. Вот это мы первый раз за 3 месяца вышли на 140 килограмм. Не выдерживает спина. Ну все, с тренировкой закончено. И теперь пришло время понять самое главное. Зачем Олегу все эти страдания с набором мяса и погоней за новыми килограммами? Я должен поднять на бицепс 90 килограмм у стены при весе 74 800, вот так. Грубо говоря, 75 весовой, 90 килограмм. А какое соотношение уже было? То есть твой рекорд к твоему весу максимальный? Ну, на соревнованиях только 82 было. Тренировочный 85, 75 килограммов. То есть тебе нужно прибавить? 5 килограмм. 5 килограмм надо. Нет, давай не будем себя обманывать. То есть к соревновательному весу тебе нужно прибавить... К соревновательному 7,5, да. Зачем? Самый главный вопрос, зачем? Зачем? Чтобы снять рекорд Цыпленкова. Ну, не снять его, а по коэффициентам, грубо говоря, обогнать. По времени, сколько нужно по времени тебе вот на реализацию этого плана? Минимальный срок и максимальный срок очень сильно отличаются. Минимальный, вот я запланировал 3 месяца, уже 2 месяца из которых прошел, то есть еще месяц, грубо говоря. Сегодня абсолютный рекорд в строгом подъеме на бицепс в 113 килограммов принадлежит Денису Цыпленкову. И вот именно этот рекорд и хочет снять Олег Сакович. Правда, не в абсолютных килограммах, а по коэффициенту. Хотя и это пока не удавалось никому. Но битва за рекорд Цыпленкова – это вопрос хоть и недалекого, но будущего. А вот пойдет или нет рекорд Каслберри, мы узнаем с вами прямо сейчас. Это строгий подъем, да? То есть я не работаю ни корпусом, ни тазом, не подсаживаюсь. Чистое правильное движение, чисто через бицепс. А наша задача поднять с максимально облегченный вариант. То есть я подсаживаюсь и поднимаю. Подсаживаюсь, поднимаю. То есть как-то вот так. Но на самом деле кисти забиваются даже от этого.
Низами с Олегом пытаются понять технику американца, благодаря которой они надеются увеличить результат Низами со 105 до 180 килограммов. Хотя, возможно, дело здесь не в технике, а в силе американца, ну или в фейковых блинах. Но тогда старания наших героев бесполезны. Но мы не поймем этого, пока не попробуем. Итак, на штанге 140 килограммов. И Низами вроде бы справляется с этим весом вполне уверенно. Но вроде бы разобравшись с техникой, мы вдруг столкнулись с неожиданной проблемой. Выворачивает просто. Поднимаешь, он выкидывает. А гриф не сбалансированный, то есть ты делаешь подъем, и верхней точки движения немного выкручивает кисть. Ну, потому что неправильно идет распределение нагрузки. Вот, и это огромный дискомфорт на большом весе доставляет. То есть на маленьком ты поднимаешь, контролируешь просто за счет того, что это маленький вес, а на большом весе ты не можешь ее вкрутить к себе. То есть ты начинаешь поднимать, и она куда-то скатывается у тебя и выкручивает кисть. Проблема с грифом сегодня возникает уже не в первый раз. Видимо, пора разобраться, каким он должен быть в идеале. Гриф, да? Его взял, вот он у тебя лежит в руке спокойно, четко. Во все положения ты поднимаешь, и ты все время выкручиваешь его на себя, и он комфортно лежит на руке. То есть ты чувствуешь вес, вес всегда упирается в руку. А с неправильным грифом ты будешь поднимать, и у тебя будет из руки он уходить вперед, туда, вываливаться. Либо наоборот на тебя сваливаться, на пальцы. Тем самым выламывая кисть. Это нормальный гриф. Он четко лежит, то есть вот можно четко раз, подъем. Ты чувствуешь все время, он в руке лежит. Ну, я знаю некоторые марки грифов, которые подходят, я заказал, но мне пришел другой вариант. То есть он больше для французского жима, чтобы все вот эти вот упражнения лежа делать. То есть на бицепсы им явно невозможно поднимать. Они там что-то напутали у себя, прислали мне не тот гриф. Вариантов заменить гриф сегодня у нас нет. И поэтому Низами идет штурмовать рекорд на том грифе, который есть. А на штанге, между прочим, уже красуются невероятные 160 килограммов. Поднимать сложнее, чем поднимать, да? Че, как скажешь? Ну, был как у него зачет? Было выше, чем у него. Ну что, 160 тоже уже пройденный этап. Поэтому нам нужно еще немножко блинов. Ну что, вот он, момент истины. На штанге 180 кило. Зон будешь? Давай, включай. Выбирает музыку. Нервную систему надо немного взбудоражить, потому что это уже что-то дикое. 180 килограмм. Это невероятно, но Низами удалось даже переплюнуть Брэда по повторениям. Свои 8 против 5 американца. Чем он наглядно доказал, что секрет этих фантастических рекордов именно в технике, и к силе бицепса эти килограммы не имеют никакого отношения. Скажем так, 160 я словил этот момент, и 160 я бы сделал, раз на 8, на 10 я бы сделал, уверенно. Эту технику, пожалуй, можно сравнить с толчком в тяжелой атлетике. Вроде бы та же цель, что и у жима стоя – поднять штангу над головой. Но механика разная, оттуда и разные результаты. Но ведь никто толчок не называет жимом. А вот в подъеме на бицепс все в одну кучу. Но здесь возникает другой интересный вопрос. Говорит ли результат нашего эксперимента, что все наши суперчемпионы на проверку слабаки? Скажем так, это довольно неплохой вес даже для становой тяги. Или все-таки они смогут показать достойный результат и при строгом подъеме? Когда ты научился делать правильно,
чуть-чуть как бы скомпенсировать, то есть применить свои усилия, как бы вот эту дурь применить на читинге, ее проще, чем отключить читинг и почувствовать этот вес, как бы, ну, поднять его чисто. Мне кажется, это будет гораздо тяжелее. То есть я бы дал оценку, что, ну, если они хотя бы 90-95 поднимут, уже хорошо будет. На самом деле это по-настоящему интересно. Пройти тот же путь, что мы прошли сегодня, но наоборот. От подъема с большим весом и с большим читингом к чистому подъему. Чтобы понять, насколько эти парни, которые ворочают такие, закидывают такие веса, насколько они реально сильны. Но здесь самое сложное, это, наверное, найти человека, который согласится это сделать. Но долго искать нам не пришлось. Вызов принял Рустам Шакиров из Йошкар-Олы. Это видео специально для железного рейтинга. Я слышал, что намечается заруба в подъеме штанги на бицепс. На сегодня рекорд Рустама 140 килограммов на 3 повторения с читингом. Единственное, Рустам попросил немножко подождать с испытанием. В конце декабря я порвал связку на левом бицепсе. Тем не менее, я планирую принять участие в данной зарубе и победить.